Всем огромный привет, дорогие мои друзья, гости и подписчики моего канала. Меня зовут Любовь, мой канал посвящен вязанию и все, что с ним связано. Если вы впервые на моем канале, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. И в этом видео я вам предлагаю связать шаль крючком из пряжи Flowers Alpaca. Flowers Alpaca от фабрики Yarn Art в составе имеет 20% альпаки и 80% акрила. Вес мотка 250 грамм, длина 940 метров. И номер цвета данной пряжи 412. Шаль я вязала крючком номер 3,5. Схема для шали очень простая, легко запоминается. Вам не понадобится схема, потому что раппорт данного узора состоит всего из 2 рядов. И уже после первого раппорта вы запомните, как ее вязать. Тонкая шерсть в составе согреет вас холодным вечером, а также шаль хорошо драпируется, можно носить как бактус. Таким узором можно связать шаль в 2 вариантах. Первый вариант от центра шали, когда у нас имеется центральная линия, и второй вариант от угла шали. В разных вариантах узор будет смотреться по-разному. Вот так выглядит узор, если вязать от центра шали. И вот так смотрится узор, если вязать от уголочка. Я вязала шаль первым вариантом с центральной линией, и моя шаль получилась небольшого размера. Размах крыльев 150 см и высота центральной линии 70 см. И если вязать от уголочка таким узором, то, возможно, размер шали с одного такого моточка будет больше. А какой из вариантов вам понравился больше? Напишите мне об этом в комментариях. Шаль я вязала крючком номер 3,5 и номер цвета данной пряжи 429. Что касается выбранной схемы для шали, то это схема авторская. Шаль называется Evelyn. Раппорт данного узора составляет 12 рядов. Мы с вами провяжем попетельно каждый ряд. Далее вы самостоятельно будете повторять схему узора с 4 по 15 ряд. Схема достаточно простая, быстро запоминается, легко вяжется. Из одного моточка такой пряжи у меня получилось провязать 4 полных раппорта. И 5-й раппорт я провязала не до конца. После ряда с шишечками провязала ряд столбиками без накида. После влажной тепловой обработки шаль имеет следующие размеры. Размах крыльев 152 см и высота центральной линии 77 см. Итак, если вам понравилась такая шаль и вы захотите связать ее вместе со мной, тогда добро пожаловать на мой мастер-класс, и мы начинаем. И в этом видео я буду вязать шаль, называется она «Секретные тропинки». Возможно, многие из вас уже знакомы с этой шалью, это очень интересная и популярная модель. Вяжу я из ниточек Alize Angora Gold Ombre Batik, в 150 граммах 825 метров. Номер цвета у меня 7245. У меня связан один моток. Размеры шали получаются: размах крыльев 115 сантиметров и высота центральной линии 52 сантиметра. И шаль я вяжу крючком номер 2,5. Итак, если вам интересно, оставайтесь со мной, и мы начинаем. Шаль называется Пим-Пим.
Схема есть в интернете в открытом доступе. Схема достаточно простая, легко вяжется, быстро запоминается. Раппорт данного узора составляет всего 5 рядов. Мы с вами провяжем 11 рядов вместе, каждый ряд попетельно. Далее вы будете повторять с 7 по 11 ряд. Благодаря ярким оттенкам и переходам цветов изделия, связанные из Flowers Vivid, смотрятся очень эффективно. В мотке у нас 250 грамм и 1000 метров. Состав все тот же, 55% хлопка и 45% полиакрила. Шаль буду вязать крючком номер 3. Итак, если вам понравилась такая шаль и вы захотите связать ее вместе со мной, тогда ставьте лайк этому видео и мы начинаем. Ну а в этом видео я вам предлагаю связать вот такую вот замечательную шаль. Эта шаль называется Memory. Вязала я ее по схеме. Схема в открытом доступе в интернете. Раппорт данного узора составляет 22 ряда. При вязании этой шали я повторила полных 2 раппорта. И, к сожалению, на полный третий раппорт у меня не хватило ниток. Поэтому третий раппорт у меня получилось связать с 1 по 12 ряд. И дальше я провязала вот такую вот обвязку. После того, как шаль была постирана и высушена, ее размеры получаются: размах крыльев 160 сантиметров и высота центральной линии 80 сантиметров. И вязала я ее из ниток Yarn Art Flowers Moonlight. Номер цвета данной пряжи 3257. Состав пряжи: 53% хлопка, 43% полиакрила и 4% металлик полиэстер. И метраж этой пряжи 260 грамм, 1000 метров. Шаль я вязала крючком номер 3,5. Если вам понравилась такая модель шали и вы захотите связать ее вместе со мной, то добро пожаловать на мой мастер-класс, и мы начинаем. Ну а в этом видео я предлагаю вам вместе со мной связать вот такую замечательную шаль крючком. Шаль называется Alexis, это авторская схема. Шаль я вязала из пряжи Yarn Art Flowers. Номер цвета данной пряжи 272 и крючок я использовала номер 3. Раппорт данного узора составляет с 3 по 14 ряд. После стирки и блокировки шаль имеет следующие размеры. Размах крыльев 165 сантиметров и высота центральной линии 65 сантиметров. Если вам понравилась такая шаль и вы захотите связать ее вместе со мной, тогда ставьте лайк этому видео, чтобы я знала, что проделанная работа не напрасна. Добро пожаловать на мой мастер-класс, и мы начинаем. Ну а сегодня я вам предлагаю мастер-класс по вязанию шали вот таким вот замечательным и красивым узором. Узор очень легкий. Раппорт этого узора в высоту составляет 4 ряда. И он будет продолжаться на протяжении всего вязания. Узор легко запоминается и очень быстро вяжется. Шаль у меня связана из ниток Alize Angora Gold Batik. В 100 граммах 550 метров. Это у нас 80% акрила, 10% мохера и 10% шерсти. Номер цвета 56-52. И шаль вязала крючком номер 2,5. Шаль получается очень нежная, легкая и воздушная. И также в этом видео мы обвяжем верх шали. Итак, если вам интересен такой мастер-класс, то оставайтесь со мной, и мы начинаем. Ну а сегодня я вам предлагаю связать вот такую вот замечательную шаль.
В этом видео я расскажу вам все нюансы и принципы вязания этой шали. Шаль получается настолько нежная, легкая и воздушная. Шаль состоит из 9 вот таких вот клиньев. Итак, шаль я вязала из ниток Alize Angora Gold Ombre Batik. У этой пряжи настолько плавные переходы, получается очень красиво и оригинально. Итак, шаль у меня связана, цвет номер 7296. В одном мотке 150 грамм и 825 метров. Вязала я шаль крючком номер 3. После блокировки шали ее размеры получаются от правого клинышка до левого клинышка 160 сантиметров и центральный клин от горловины и до кончика 70 сантиметров. И в этом видео я вам предлагаю связать вот такую вот замечательную шаль, вот таким очень красивым узором. Узор очень простой, очень легко запоминается. Шаль вяжется на одном дыхании. Эту шаль я вязала из ниточек Yarn Art Flowers. Номер цвета 269. В мотке у нас 250 грамм, 1000 метров. Состав ниточек у нас 55% хлопка и 45% полиакрила. Моточки разных цветов, очень красивые, с плавными переходами. После того, как я связала шаль, я ее постирала, я ее высушила. И у меня получились такие размеры. Размах крыльев шали от одного кончика до другого 176 сантиметров. И высота шали от центра и до самого краешка у меня получается 82 сантиметра. Крючок я буду использовать номер 2,5. Итак, если вам интересно, как связать такую шаль, как вяжется такой узор, узор очень простой, вяжется очень легко и быстро, легко запоминается, то тогда оставайтесь со мной и мы начинаем. В этом видео я вам предлагаю связать вот такую вот замечательную шаль. Эта шаль достаточно известная, называется она Нина шаль. Шаль связана из ниточек Yarn Art Flowers. Номер цвета 276. В моточке у нас 250 грамм и 1000 метров. Состав ниток 55% хлопка и 45% полиакрила. На такую шаль у меня ушел ровно один моточек. И шаль вязала крючком номер 3,5. После того, как я постирала шаль и высушила, размах крыльев получился 160 сантиметров и высота центральной линии 75 сантиметров. Итак, если вы захотите связать такую шаль вместе со мной, то добро пожаловать на мой мастер-класс, и мы начинаем.